Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Понятильда. Сегодня предлагаю связать вот такие вот летние сандалики. Вяжутся они легко и смотрятся довольно симпатично. Итак, что мне для этого понадобилось? Вязала я ее из пряжи Yarnard Jeans, у меня она 3 цветов. Вязала крючком номер 2,5, еще нам понадобятся маркеры, буквально 3 штучки, пуговицы, ну и ножницы. А также для начала свяжите подошву, ссылка на нее будет в описании под видео. Итак, приступим вязать сандали. Для начала давайте сделаем обвязку подошвы. Для этого необходимо подошву повернуть к нам лицом, ввести крючок сзади, там где закончили ее вязать, и вывести на изнаночную сторону, огибая столбик. И выводим петлю. Делаем воздушную петлю подъема. Обвязывать мы будем первый ряд полустолбиками с одним накидом. Делаем накид, и откуда выходит ниточка, вводим туда же крючок сзади и, огибая столбик, вытягиваем нить и провязываем все 3 петли вместе. И опять делаем накид, откуда выходила ниточка, вводим туда крючок и опять, огибая столбик, выводим нашу петлю и провязываем все 3 вместе одной петлей. И так мы обвяжем всю нашу подошву. Накид, вводим крючок сзади туда, откуда выходит сейчас у нас нить, огибаем столбик и провязываем все 3 петли вместе. Давайте провяжем так до конца ряда. Итак, я довязала ряд. Присоединяться будем не в воздушную петлю подъема, а в столбик, первый столбик. Вот так. Следующий ряд обвяжем столбиками без накида. Вяжем воздушную петлю подъема и, начиная с этого же столбика, вяжем в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Вяжем так до конца ряда. Итак, я довязала ряд и присоединяюсь в первый столбик без накида этого ряда. Все, обвязку мы закончили. Чтобы лишний раз нить не отрезать, я вытягиваю петлю и пропускаю клубочек через нее. Теперь необходимо связать задник. Вот петля, в которую мы присоединились, от нее в 3-й столбик, 1, 2, 3, вводим крючок и вытягиваем петлю. Вот так. Вяжем воздушную петлю подъема. Это у нас первая петля, и дальше вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, вот эту ниточку, протяжку сразу ввязываете. 3, 4, 5 и 6. Далее вяжем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаю уже не с этой петли, а со второй, так как у нас воздушная петля подъема всегда заменяет один столбик без накида. Итак, воздушная петля подъема — это 1, вот это второй столбик, 2, 3, 4, 5 и воздушная петля 6. Воздушная петля подъема, разворачиваемся и начинаем со второго, вяжем также 6 столбиков. То есть первый — это воздушная петля, второй провязали, 3, 4, 5
И вот воздушная петля, это 6-й столбик без накида. Итак, мы провязали 3 ряда, нам необходимо провязать еще 17. То есть задник состоит из 20 рядов, ряд состоит из 6 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. Итак, я связала 20 рядов, как видите, я 10 ряд отметила, чтобы его не искать долго. Так, вставила нить в иголку и теперь будем вот так вот сшивать к 10 ряду. Ну, думаю, как сшивать показывать не нужно, тут и так все понятно. Я думаю, справится любой. Просто сшиваем. Вот так, давайте сошьем эту детальку. Итак, детальку я эту сшила. Вот что сейчас получается. Сейчас давайте свяжем вот эту деталь, которая будет вокруг ноги. Не знаю, как она называется. В общем, я беру нить бежевого цвета и наберу 30 воздушных петель. Итак, давайте наберем 30 воздушных петель. Итак, 30 петель набрали. Вяжем дополнительно 3 воздушные петли подъема. 2, 3. И будем теперь вязать столбики с одним накидом, начиная с 4 петли от крючка в каждую петлю по косичке. Так, давайте свяжем столбиками с одним накидом в каждую петлю. Итак, я связала эту часть. Теперь сделаю обвязку нитью розового цвета. Начинаю ее вязать отсюда, где у нас были 3 столбика подъема. Ввожу нить и столбиками без накида обвязываю. В уголки я вяжу по 2 столбика без накида. И так в каждую петлю по одному столбику. Необходимо довязать до сюда, и здесь мы встретимся. Вот эти вот кончики при вязании, когда будете здесь обвязывать, ввязывайте сразу его, чтобы не прятать потом. Итак, я дошла до уголка. Здесь в последнюю петлю мы вяжем 2 столбика с одним без накида, извиняюсь, и будем вязать петлю под пуговицу. Вяжем 7 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. Это у нас будет петля для пуговицы. И дальше переворачиваем, вяжем сюда 2 столбика без накида в уголок. И продолжаем обвязку по второй стороне. Хвостик сразу ввязываете в вязание. Так, отвлеклась. Все, продолжайте теперь делать обвязку во второй стороне. Кончик обязательно ввязывайте. Итак, я довязала эту деталь. И хочу обратить ваше внимание, что этот сандалик мы вяжем на левую ножку. Когда вы будете вязать на правую ножку, начинайте делать обвязку не там, где у нас 3 воздушных петли подъема, а с другой стороны. То есть отсюда вы начинаете делать обвязку, и здесь уже делаете петлю под пуговицу. Вот так. Иначе у вас вторая ножка будет, на второй ножке вот эта сторона будет изнаночная. Ну а теперь давайте приступим к вязанию вот этой части. Набираем 36 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 петель необходимо набрать.
Итак, 36 петель я набрала. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Вязать будем столбиками с одним накидом. И начиная с 4 петли вяжем в каждую петлю по одному столбику с накидом. Итого у нас должно получиться вместе с петлями подъема 37 столбиков. Затем, когда довяжете, обрежьте нить, спрячьте кончики и свяжите еще 2 таких части. Итак, довяжите эту часть, обрежьте нить, потом спрячьте кончики и свяжите еще 2 таких части сандалика. Итак, я связала 3 части. На последней части нитью, из которой у меня связана подошва, я нить не обрезала, оставила. Теперь нам нужно соединить все детальки. Так, у меня шла первая это, потом розовая и бежевая. На каждую детальку должно приходиться по 3 столбика без накида. Вяжем сначала в эту деталь. 1, 2 и 3. Так, вот сюда. Теперь беру деталь розового цвета, ввожу крючок в нее и также вяжу 3 столбика. Так, затянула без накида. 1, 2, 3. Затем беру деталь бежевого цвета и также сюда вяжу 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Все. Теперь обрезаю нить, оставив при этом кончик, чтобы нам потом эту детальку пришить к подошве. Ну а теперь заплетаем косичку. Так, у меня сначала шла розовая, так, и вот так у меня было. Я заплету косичку, а затем расправлю все детальки, ну, то есть, чтобы она была более ровная, когда также соединю. То есть нам сейчас необходимо связать косичку, затем также, как и здесь, соединить их, и чтобы также приходилось на каждую деталь по 3 столбика без накида. Так, нужно смотреть, чтобы было одинаково. Так, у меня получается вот так. То есть я сейчас сплету, потом, когда я сделаю все одинаково, я точно так же соединю детали, как с этой стороны. Итак, деталька моя готова. Я здесь также оставила кончик нити, чтобы нам пришить. Вот как это все выглядит на данный момент. Теперь давайте на подошве отметим петли, за которыми будем пришивать. Складываем пополам, находим петлю середины. У меня она вот. И теперь, не считая этой отмеченной петли, отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9-ю вставляем маркер. Отмечаем ее. Теперь с этой стороны отсчитываем также, не считая вот этой отмеченной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9-ю вставляем. Ну и так как мы здесь будем начинать сшивать отсюда, я отмечу здесь еще 9-ю петлю. Вот это первая отмеченная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9-я.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все верно. Так, как мы будем сшивать? Так, у меня вот это с этой стороны. Угу. Сейчас вставляем нитку в иголку. И да, хочу сразу сказать, сшивать мы будем не за сами петли, а вот которые, вот эта вот перемычка, вот за эти вот перемычки мы будем сшивать. Итак, я вставила нити в иголочку. Вот так прикладываем, чтобы столбики смотрели нас, столбики лицом на нас смотрели. И выворачиваю сюда. И вставляю иголку там, где была отмеченная петля. Вот за эту перемычку. Теперь здесь мы подхватываем столбик без накида с этой стороны, а здесь перемычку, которая сзади петли. И таких стежков у нас должно получиться 9. Это второй. Третий. Четвертый. Ну и так далее. Давайте пришьем эту деталь самостоятельно. Так, с этой стороны я пришила детальку. Вот так это сейчас выглядит. Ну а теперь переходим ко второй стороне. И точно так же пришиваем. Так. Также за вот эти перемычки будем пришивать. Здесь подхватываем петлю. Оп, извиняюсь полностью, а здесь за перемычечку. И сшиваем так сандалик до конца. Так, ну что же, я довязала свои сандалики. Вот такие они у нас получились, легкие и довольно симпатичные. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Хорошего вам настроения и до новых встреч!